Всем привет! Тема сегодняшнего видео – история, и главным героем будет боевой топор, который был сделан около 1000 лет назад. К сожалению, время топор не пощадило. К нам он попал в очень плачевном состоянии. Ржавчина въелась очень сильно, и лишь некоторые куски нам удалось отбить отверткой. Его создателю и тому, кто им пользовался, мы посвящаем это видео. Важно добавить, что наша цель – привести топор в хорошее состояние, не теряя исторической аутентичности. Итак, берем небольшую емкость, кладем топор и заливаем уксусной кислотой на 12 часов. К нашему сожалению, вода лишь немного помутнела, но реакции не последовало. Немного зачистив поверхность топора щеткой, снова заливаем кислотой. На этот раз преобразователем ржавчины. Спустя 12 часов снова должного эффекта не произошло, но в некоторых местах виднелась реакция с металлом. Если вы знаете, что мы сделали не так, напишите об этом в комментариях, нам будет интересно узнать. Мы решили отбить верхний слой ржавчины молотком. И снова опустить в кислоту на длительное время. Промываем топор под водой и наконец-то видим частицы очищенного металла. Теперь гораздо лучше и можно продолжать работу. Зажимаем в тиски. Берем вот такой зачистной диск и снимаем как можно больше слоев ржавчины. Можно только представить, через что прошел этот топор, имея такое количество раковин. Затем, с помощью гравера пытаемся убрать как можно больше ржавчины. Если это не сделать, то после воронения останутся ржавые пятна, в которых металл будет продолжать окисляться. Также на лезвие проявилась большая раковина. С помощью сварочного аппарата устраняем дефект. Меняем на лепестковый круг и делаем поверхность более гладкой. Теперь самое сложное – воронение топора. Не повторяйте этого дома. Мы делали это вдвоем, в закрытом помещении с помощью 4 газовых горелок. Нагреваем топор до малинового цвета. И после этого окунаем в льняное масло. Очищаем от масла и смотрим на результат. Получилось неплохо, даже учитывая отсутствие равномерного нагрева поверхности топора. Теперь переходим к топорище. Берем длинный брус и отмечаем нужную нам форму рукоятки. После этого отрезаем лишнее. Меняем на диск для грубой обработки древесины и придаем форму.
time, put you in my mind. Come a little closer like that. Сразу же делаем разрез для деревянного клина. Ставим насадку с мелкой наждачной бумагой и проходим по всей длине топорища. Иногда используя наждачную бумагу в сложных местах. Включаем газовую горелку и обжигаем рукоятку глубоким обжигом. В который раз убеждаемся, что сосна имеет удивительную структуру. И покрываем лаком. Вбиваем рукоять в топор и забиваем клин на ПВА клей. Дело осталось за малым. Берем кусок кожи, отрезаем узкую и длинную полоску. И обтягиваем рукоять немного в хаотичном порядке, соблюдая аутентичность. Придаем коже эффект потертости. И наконец-то наш топор готов. Мы дали ему вторую жизнь, не изменив его историю. Подарили ему топорище, и теперь это полноценный инструмент. В процессе его тестирования мы случайно сильно ударили по металлу. На наше удивление, лезвие даже не деформировалось. Процесс реставрации старинного инструмента пришелся нам по душе. Если вам тоже, то обязательно напишите об этом, и мы сделаем что-то похожее. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!